Вероника Семочкина, как Маша уже сказала. Я сегодня буду рассказывать о автотестах. Тема называется Automated Test Code Coverage by CL Test Tool. Кратко обо мне. Я разработчик Microsoft Dynamics Nav. Занимаюсь разработкой Dynamics Nav с 2009 по 2018 версию, я забыла исправить. Вот. Что такое автотест в первую очередь? Автотест это в Navision это функция в первую очередь, вот, типа тест, в которой мы создаем необходимые условия для, в первую очередь, необходимые условия для рана какого-то функционала, и мы предоставляем все проверки для этих условий, и в случае их успешного прохождения автотест считается успешным. Зачем нужны автотесты? Чтобы в первую очередь упрощать тестирование как разработчику, так и консультанту. То есть, например, у меня есть локальная база разработки, в ней есть не все данные, и я, когда пишу какой-то функционал, я знаю, что мне потом понадобится написать еще автотест на него, и я параллельно с тем, как разрабатываю, пишу автотест, в пределах которого я создаю тестовые данные. То есть первое, что происходит в автотесте, мы создаем набор тестовых данных. То есть это мне как разработчику, мне не нужно идти в систему, настраивать данные вручную, все заполнять. За меня это делает автотест. Вот. Как консультанту автотесты полезны тем, чтобы, опять-таки, упрощать процесс тестирования. Например, был разработан какой-то функционал какое-то время назад, и внеслись какие-то изменения в логику, и сейчас есть необходимость абсолютно все перетестировать, связанное с этой логикой. То есть и вместо того, чтобы вручную все идти перетестировать консультанту, можно просто заранее тестовый код-юнит, который связан с этим функционалом, за 10 секунд, и все. То есть этим можно подтвердить то, что ничего не сломалось в результате изменения какой-то логики. Или же, если сломалось, можно определить, что, и посмотреть влияние, и исправить же эту ошибку сразу же. Вот. В Navision есть ряд объектов, они сейчас на экране, которые собой представляют вот этот CL Test Tool. Вы можете их найти, отфильтровав по этому диапазону. Сам CL Test Tool с точки зрения юзера выглядит вот так. Вот. И я сейчас его покажу. То есть вот этот тест-тул. Чтобы его найти, я обычно ввожу просто в поиске тест-тул, и он находится в Departments Administration Application Tools. Вот. И таким образом вы можете запустить страницу. У нас могут быть разные сьюты, например, по функционалу или по каким-то проектам, по каким-то тикетам, ну, как угодно. Вот. И в них мы можем добавлять тестовые коды-юниты, то есть мы выбираем тест-сьют, и мы в него можем добавлять любые тестовые коды-юниты, которые мы хотим. Например, у нас есть функционал по финансам, вот, и у нас 10 есть тестовых коды-юнитов, которые отвечают за этот функционал. Мы просто делаем get test code units. Мы можем или же выбрать все абсолютно тестовые коды-юниты, которые есть в Navision, и они
ну, это займет какое-то время, но они будут выгрузиться абсолютно все в этот сьют. Или же можем выбирать, то есть мы здесь указываем диапазон объектов, которые мы хотим выбрать, и нажимаем ОК, и они подгрузятся. Вот. Для примера, чтобы показать, как это работает, я создала несколько новых таблиц. Минутку. Для примера, например, у нас есть какой-то функционал, который мы написали. В данном случае мы решили, заказчик захотел себе настройку, откуда брать нам валюту для чего-либо, для кастомера, для заказа, как угодно. Для этого мы создали таблицу сетапную с полем Currency Source. И здесь у нас есть несколько option стрингов. Например, это брать из стандартной таблицы currency или же из кастомной. Собственно, кастомную таблицу currency я тоже создала. Ну, в ней только currency код пока что. Вот. То есть в зависимости от сетапа мы или же берем currency код с этой таблицы, или же берем со стандартной таблицы currency. Для этого была написана функция getCurrency. Если у нас currency source в нашем сетапе стандартный, то мы берем запись из таблицы currency, записываем в currency код и возвращаем по вару. Или же если кастомный, то мы берем, собственно, из новой кастомной currency таблицы. В данном случае, чтобы написать автотест для этого функционала, нужно в первую очередь создать функции, которые будут нам давать необходимые тестовые данные, потому что автотест запускается на абсолютно пустой базе всегда, то есть никаких данных не должно быть. И первый шаг написания автотеста – это написание функции, которая будет создавать нам тестовые данные. Обычно такие функции объединяются в library CodeUnit. И лучше, вот здесь видно, у меня есть тестовый CodeUnit и есть library CodeUnit. Некоторые люди пишут вот эти функции на создание данных прямо в тестовых CodeUnit'ах, но, как по мне, их лучше разграничивать, потому что потом эти library функции можно реюзать, правильно, в каких-то других тестовых CodeUnit'ах. И лучше тоже группировать по какому-то функционалу. Вот если у меня есть CodeUnit Custom Management, то как бы и у меня есть отдельный CodeUnit для тестовый и отдельно CodeUnit Library. Чтобы протестировать эту функцию, мне понадобилось написать 4 library функции. Первая — это на то, чтобы создать запись в currency setup в новом. Вторая функция — это то, чтобы создать сетап с вот этим вот currency source. Почему 2 функции? Потому что иногда в некоторых тестах, потому что, по сути, вот эта функция вызывает первую, в некоторых тестах нам достаточно иметь пустую запись. То есть, и таким образом мы делаем гибкую разработку. Да? У нас может быть, например, таблица item с кучей полей. Мы сначала, является хорошей практикой сначала написать как бы вставление пустой записи туда, или же с первичным ключом. Поскольку это сетап, то первичный ключ у нас 0, и поэтому мы его не заполняем. И потом только, например, создать item с параметрами какими-то базовыми, там description, опять-таки какой-то units of measure, и так далее, sales method, неважно. И, то есть, и вызывать в этой более расширенной функции изначальную базовую, то есть,
и передавать параметрами значения, которые мы дополнительно хотим вставить в таблицу. То есть что я, собственно, сделала? Я написала одну базовую функцию, которая вставляет просто пустую запись, написала более расширенную, которая вызывает базовую, и я расширяю значением currency source и модифаю запись. Третья функция, которую я написала, это create currency, то есть create, создать запись в стандартной таблице, и создать запись в custom currency, то есть в нашей новой кастомной таблице. Потом, как только у нас готовы все library функции, мы приступаем, собственно, к написанию теста. Тесты пишутся в тестовом коде-юните, то есть это коде-юнит, subtype которого тест. Вот. И, собственно, здесь возле названия функции видно, что это тестовая функция, что это автотест. И получается, чтобы покрыть тот кейс, который у нас есть в той функции, я написала сначала один автотест, чтобы покрыть тот кейс, когда у нас сетап кастомный. То есть я объявляю две переменные, то есть currency код, который я хочу внести в одну таблицу и в другую. Я создаю данные в одной таблице с стандартным currency кодом и во второй таблице с кастомным currency кодом. И, собственно, потом я создаю сетап с currency source типа custom, и когда я вызываю вот эту функцию, собственно, которую мне нужно протестировать, я передаю в нее пустую переменную currency код, и функция мне возвратит varом значение, которое было выбрано. И в конце я проверяю, нужный ли мне currency код был выбран. То есть, если все работает правильно, тест success. И получается assert — это такой вспомогательный коде-юнит, в котором имеются функции, можно в него нырнуть и посмотреть, например, is true. Ну, она очень простая, но очень полезная и реюзабельная в написании тестов. Получается, что мы просто передаем condition, и он выдает ошибку с сообщением, которое мы тоже передаем, если что-то не так. То же самое и с false, ну, то есть они просто противоположные. Are equal, ну, сравнивать are not equal. Есть также удобно table is empty, is not empty. То есть в таком духе набор функций, которые помогают нам проверять нужные нам условия для автотеста. И, собственно, я создала новый сьют для сегодняшней демо. Я добавила туда тестовый коде-юнит свой. В нем есть пока только один тест. Я нажимаю Run Selected, то есть текущий тест, или я могу нажать Run, выбрать заранее весь коде-юнит, абсолютно все, если там будет больше коде-юнитов, или же Active Line, то есть сам автотест. Я нажимаю Active Line, и он прошел успешно. Чтобы показать в противном случае, да, то можно вот здесь заменить на стандартный currency код. То есть у нас функция вернет все еще кастомный, но мы здесь сверяем со стандартным, как не должно быть, и тогда тест зафейлится. Вот. И здесь в first error поле это всегда первая ошибка, которую выдает тест, потому что как только одна ошибка, он прекращает работу. Вот. И если мы вот сюда нырнем, то мы видим историю, в первую очередь, когда был тест заранен, и ошибка была, если она была. То есть здесь мы видим текст ошибки, который я передала в assert is true функцию. Это, то есть, собственно, мой текст ошибки вводится здесь в тестуле.
И самая классная штука — это call stack. Мы можем видеть, не дебажа, мы можем видеть, где именно что-то сломалось. В нашем случае это на isTrue, на второй линии, то есть функции isTrue этого assert кода юнита. Я это поменяю обратно. Хотела еще показать, создать еще один автотест, чтобы покрыть кейс, когда у нас сетап не кастомный, а стандартный. То есть это будет почти то же самое, только в названии здесь будет не кастом, а стандарт. Ну, код у меня скопипастился, потому что функция скопипастила, и в принципе здесь нужно только передать в library функцию currency source стандартный, и тогда у меня вот эта функция вернет именно стандартный currency код в зависимости от сетапа, то есть мне нужно сравнивать уже с этим. И, собственно, здесь я тоже меняю переменную. Library Custom Management у меня локальная. Нет, у меня здесь просто добавилась какая-то ерунда. И здесь я скопипастила. Вот. Собственно, таким образом я написала второй автотест, который покрывает случаи, когда у нас сетап стандартный. Мы возвращаемся в тесту, чтобы он здесь появился, потому что если мы обновляем страницу, он здесь не появится. Есть специальная функция getTestMethods, то есть когда вы добавляете новый автотест, он автоматически в TestTool не добавляется. Нужно его гетнуть. Собственно, вот он появился. И я сейчас заранее весь код юнит, и они оба success. Также видно, что здесь код дублируется. Код создания базовых тестовых данных. Вот. И хорошей практикой является писать функцию initialize, в которой, чтобы не дублировать код, выносить его в initialize функцию, вызывать просто одну функцию в начале каждого теста. По умолчанию, когда юнит тестовый, то функции по умолчанию тоже создаются с тестовым типом. Нам ее нужно сделать обычной, потому что это просто функция для заполнения данных. Вот. И еще она у нас должна быть локальная, ну, по-хорошему, потому что она актуальна только в пределах этого кода юнита. И, собственно, мы в нее можем внести вот это создание тестовых данных. Вместо этого мы вызываем саму локальную функцию. И здесь мы тоже вот это можем удалить, чтобы у нас не дублировался код. Ну, в моем примере это всего, кажется, интернет заглючил немножко. В моем коде это всего 3 строки, но у меня очень простой пример. И вот эти переменные мне нужно теперь вынести в глобальные. Currency, custom currency. И вот эти вот две тоже.
Вот, собственно, у меня всего несколько таблиц, в которых нужно создать данные для того, чтобы покрыть данный тест. Но если таких таблиц 20, то в этой функции будет намного больше строк, и таким образом мы будем избегать дубликации кода намного более эффективней. Вроде все. То есть, если есть какие-то вопросы. Да. Можно создавать временный скоп для тестовых данных, так чтобы они автоматически что ли, назначались для каждого метода? То есть не писать эти init методы в каждом методе, а сделать типа как один метод, который будет вызываться перед каждым из тестовых методов. Так, в смысле, ты же точно так же эту initialize функцию вызываешь в каждом из тестов? Не, ну, грубо говоря, что-то типа как автоматической инициализации без явного указания данных. Ну, именно вот этого вызова функции. Ну, например, ты можешь создать library code unit, в который запихнуть все эти создания этих данных и вызвать этот library code unit в initialize функцию. То есть, то, как ты говоришь, автоматически ну, да, чтобы перед и после вызывался там, создание данных и clean данных. В принципе, clean и так в 2018 есть. После рана теста вся база почищается. Создание надо явно указать, да? Да. Ну, потому что изначально автотест ранится в абсолютно чистой базе. Окей. Я здесь поместила парочку полезных ссылок, в которых вы можете почитать немножко больше об автоматическом тестировании. И вопросы? У меня все.